Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня рецепт чебуреков на заварном тесте. Золотистые, горячие, с тонким, слегка слоистым хрустящим тестом и очень сочной и вкусной начинкой. Сам рецепт теста очень простой и удачный, из доступных ингредиентов, без добавления водки и уксуса. Тесто, приготовленное по этому рецепту, получается очень тонко раскатать, при этом оно хорошо удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании аппетитно пузырится. Для приготовления теста нам понадобится 1 чайная ложка соли, 250 мл кипятка, 2 столовые ложки растительного масла и 500 грамм муки. Для начинки 500 грамм фарша, 300-350 грамм репчатого лука, зелень по желанию, чайная ложка соли, молотый перец по вкусу, 150-200 мл ледяной воды либо бульона. Друзья, у меня на канале есть рецепт приготовления чебуреков на кефире. Кому интересно, ссылку уже оставила в описании под видео. Первым делом я подготовлю тесто. В глубокую миску просейте пшеничную муку. Добавляем сюда чайную ложку соли, перемешиваем. 2 столовые ложки рафинированного растительного масла и вливаем 250 мл крутого кипятка. Замешиваем тесто. Ложкой или лопаткой перемешиваем муку с водой, чтобы ингредиенты начали собираться в единую массу. Должна получиться крупная крошка. Есть маленькая хитрость, которой пользуются многие хозяйки при приготовлении чебуреков. В тесто можно добавить немного водки. В данном случае ее нужно добавлять в тесто, когда масса немного остынет, чтобы водка не потеряла свои свойства, необходимые для приготовления теста. Благодаря добавлению этого ингредиента чебуреки получаются более пузырчатыми и хрустящими. Перемешивайте тесто, пока оно не остынет, и к нему можно будет комфортно прикасаться руками. Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой, и продолжаем замес. При необходимости можно добавить немного муки, но главное, не переусердствуйте, чтобы не сделать тесто тугим и забитым мукой. Оно должно быть мягким, эластичным, немного с бугорками. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, положите его в миску либо в целлофановый пакет и оставьте на 15 минут при комнатной температуре отдохнуть. Это нужно сделать для того, чтобы клейковина в муке лучше разбухла, благодаря чему тесто станет более послушным в работе. Тем временем подготовим начинку для чебуреков. Начинка для чебуреков должна получиться вкусной и сочной, поэтому лука понадобится много. В идеале его должно быть столько, сколько и мяса. Я взяла 3 штучки общим весом 200 грамм. Как по мне, этого будет достаточно. Нарезаю кубиком, затем измельчаю с помощью блендера. Фарш для этого рецепта можно использовать любой. У меня из индейки. Желательно, чтобы мясо было пожирнее, тогда и чебуреки будут сочными. Лук придает некую сладость и, конечно же, делает фарш еще сочнее. Солим, перчим по вкусу. При желании можно добавить зелень. У меня небольшой пучок петрушки. Мелко его нарезаем и добавляем к фаршу. Хорошенько вымешиваем фарш. Зелень придаст блюду дополнительный вкус и аромат. Теперь постепенно подливаем воду. Она должна полностью впитаться. Начинка для чебуреков должна быть более жидкой. Она должна буквально размазываться по тесту, а не держаться горкой. Подготовленный фарш накрываем и отправляем в холодильник хотя бы на полчаса. Тесто отлежалось, стало более пластичным и ровным по структуре. Совсем не липнет к рукам. Еще раз хорошенько его обминаем. Если нужно, стол припыляем мукой. Делим тесто на 12 равных частей. Каждую часть я подкатываю в шарик, выкладываю на доску и накрываю целлофановым пакетиком, чтобы тесто не заветривалось. Берем по одному шарику. Рабочую поверхность припыляем мукой. Сначала разминаем шар руками, прижимаем его, затем раскатываем в очень тонкую круглую лепешку. Так чебуреки получаются более хрустящие и вкусные. С помощью крышки от кастрюли вырезаю ровный круг. Обрезки прячу под целлофан, из них потом еще сформирую чебуреки. Диаметр крышки не должен быть больше диаметра сковороды, в которой будете готовить чебуреки.
Выкладываем 1 столовую ложку фарша горкой на одну половинку теста. Равняем его, отступая от края примерно 1,5-2 см. Накрываем второй половинкой теста. Поправляем, чтобы вышел воздух. Хорошенько пальцами закрепляем края, чтобы во время обжаривания сок не вытек. Чебуреки можно оставить в таком виде, а можно еще пройтись по краю вилкой, чтобы сделать красивый узор. Тесто податливое и совсем не липнет ни к вилке, ни к рабочей поверхности. Вот такой чебурек имеем в итоге. Я для начала сформировала 4 штучки, затем подготовила сковороду. Излишки муки обязательно стряхиваем, чтобы она не горела во время обжаривания. Наливаем в сковороду 100-150 мл растительного масла, можно больше. Разогреваем на среднем огне. Проверяем с помощью небольшого кусочка теста. Если пенится, значит масло разогрелось до нужной температуры. Осторожно погружаем в масло чебурек. Обжариваем буквально по 2 минуты с каждой стороны. Чтобы изделие было более пузырчатым, поливаем его растительным маслом с помощью ложки. Когда подрумянится с одной стороны, переворачиваем на другую. Если у вас сковорода шире, можно сразу обжаривать по 2 штучки, чтобы ускорить процесс приготовления. Несмотря на то, что чебурек готовится за считанные минуты, вода при воздействии раскаленного масла превращается в пар, и изнутри раздувается чебурек, и в этом пару готовится мясная начинка. Пока у меня обжариваются чебуреки, я подготавливаю следующую партию. Готовые чебуреки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Обрезки теста я также раскатала, и в итоге из указанного количества ингредиентов у меня получилось ровно 15 чебуреков. Тонкие, хрустящие, румяные, горячие чебуреки подаем к столу. Сразу после жарки, пока чебуреки горячие, они хрустящие. Когда они чуть-чуть полежат, тесто становится мягким. Но на вкус блюда это не влияет никак. По этому рецепту они получаются очень вкусные и сочные. Друзья, готовьте для себя, готовьте в удовольствие и не забывайте баловать своих близких разнообразными вкусными рецептами, которые вы можете найти на моем канале «Готовить просто» с Нелей Королевой. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.